Всем привет! Вспомнил, что 10 лет назад мне подарили. Так. Вот это тоже заберу. Вещь. Вот она. О! Нашлась. Ха. О. Так. 10 лет. А. Ну что, вскроем, посмотрим сейчас. Но дома. Вот он, Леопольд. Но нифига не добрый, мультипликационный персонаж, а грозное, немецкое, тяжелое, железнодорожное орудие в 35-м масштабе. Производитель столь нетривиальной модели – китайская фирма Dragon. Год выпуска – 2003. На данный момент модель уже снята с производства. На коробке висит ценник 6000 рублей. Это 10 лет назад. Сейчас на барахолках можно найти за цену свыше 10 тысяч рублей. Огромнейшая коробка. Для сравнения, вот вам коробка обычного танка в 35-м масштабе. При вас открываю в первый раз после определения дислокации коробки в гараже. Итак, внутри инструкции для сборки, миллион 50 пакетов с деталями. Есть пластины с насыпью гравия под рельсы и шпалы. А внизу у нас спрятались веревка, фототравление, декаль и в углу заныкалась цепочка. Сама платформа пушки отдельно запакована в картонную коробку. Начну с самой большой, самой ценной детали – платформы пушки. Ну, он просто огромен. Коврик 40 сантиметров. Ну, где-то полтора коврика, сантиметров 60. Вообще, длина модели сама по себе впечатляющая. Примерно 90 сантиметров. Количество деталей тоже не кислое. 740. 740 деталей. Масса Леопольда, или К5, или стройная Берта, или Ансон Эйни составляет 218 тонн. Перевозка столь крупного орудия осуществлялась при помощи двух усиленных шестиосных железнодорожных платформ. Данные платформы разработали специально под такой тяжелый вес. До этого для пушек меньшего веса, такие как Курцбруна, Лангебруна, Шверебруна, Ноебруна, использовали 4- или 5-осные платформы. Ну и вес пушек был значительно меньше, от 45 до 123 тонн. Два одинаковых литника. Бросается в глаза сразу, ну конечно же, ствол. По-другому и не может быть. Калибр 280 мм. Длина ствола у прототипа 21,5 метра. Максимальный угол возвышения 50 градусов. Максимальная дальность стрельбы 62 километра. А если снаряд был реактивный, то доходило и до 87 километров.
ну почти до 87. Количество выстрелов в час от 8 до 15. Стрелять на 87 километров, ну конечно же модель не сможет. Но выглядеть достойно и впечатляюще в вашей коллекции сможет однозначно. Задумался. Если делать диораму с Леопольдом, то вот этого добра размером 90 сантиметров не хватит. Нужен еще и локомотив. Ну, по-хорошему. И задумался дальше. К орудию и локомотиву нужен еще и вагон с боеприпасами. Ну и понеслось в голове. Маневровый тепловоз. Ну, можно и обойтись, конечно. Начал искать информацию. Помимо всего этого, состав включал 2 вагона с зарядами, вагон с инструментами и расходными материалами, броневагон самообороны, вагон-кухню, вагон с балластом. Ну и, конечно же, 3 автомобиля для ведения разведки. Но куда ж без них-то? А потом в голове прозвучало. Вы думаете, это весь состав? Не-не. А в ходе войны, когда немецкая авиация утратила преимущество в воздухе, к составу были добавлены платформы с зенитными орудиями, чтобы защищать пушку в случае воздушной атаки. И в голове прозвучало. Кто-нибудь из вас собирал что-то подобное? Такие объемные модели я лично нет. Ну прям точно нет. Авиации в 48-м полно. Из них довольно много полуметровых моделей. Ну, что еще на моей памяти было? Грузовик в 24-м от Итальери, по-моему. Тоже довольно большая модель. А, ГДРовские модели. 144-й, 154-й. Представляю, сколько клея одного нужно. Окраски. Мам, дорогая. Ну, вернемся к модели. 2 одинаковых литника. Есть выстрелы в комплекте. Такие еще можно найти в металле. Выпускает только польский РБ Model. Айбер уже прекратил выпуск. Железнодорожные колеса. Под эту модель фототравление выпускал чешский Эдуард. 2 разных набора. Но сейчас наборы сняты с производства и найти их проблематично. Еще 2 литника с колесами. Всего должно быть 24 штуки. 2 платформы по 6 пар каждая. Ну, собственно, так и есть. Вот старая модель, почти 20 лет назад производилась, а качество, ну, безупречное. Толкателей следов не видно, облой равен нулю, литье идеальное. Вот только слушок прошел, что Dragon канул в лету. Сайт не грузится, новинок нет, поставок нет. Если фирма закрылась, то очень и очень жаль. Ну, у меня-то коробок 20 в гараже еще осталось. Успел набрать. Помимо самой пушки, в набор есть и фигуры расчета. 6 человек. Ну, как бы бонусом. Ну, там так и написано. Бонус вам, господа. Фигурки хорошие. Руки, ноги. По 20 пальцев на руках и ногах. Ну, все это на месте. Хороший бонус. И лица такие, ну, немцы. Не, на самом деле, лицо на лицо похоже, не уроды. А то бывает, возьмешь фигурку, покрасишь, ну и сам ржешь. Гумплен. 7 литников со шпалами и рельсами в комплекте. Причем шпал 3 разных вида. Один из 3 в изношенном виде. Пустячок, а приятно. Да и не пустячок вовсе. Семь подставок с имитацией гравия под рельсы. В каждом установочном месте под шпалу надпись, какую шпалу ставить и какой стороной.
Небольшая плата фототравления в комплекте имеется. Декаль на 3 варианта окраски. Но декаль, по-моему, сажается одинаково, вне зависимости от варианта окраски. Металлическая цепочка. И веревочка. Инструкция по размеру, ну или по высоте, делалась наверняка под размер коробки модели. Ну, простыня прям. Не очень удобно и непонятно зачем. Но по печати, по шагам и этапам сборки, очень даже и неплохая. Вариантов окраски 3, как я уже и сказал. Фотографии в сети имеются. Музейных много фотографий. Так что с окраской сложности быть не должно. Ну и вишенкой от торта. Инструкция на расчет пушки. А вот здесь я всегда говорю, а купить модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Но нет, сегодня я этого не скажу. Нет модели и не будет. А что-нибудь другое всегда пожалуйста. А на этом я повествование свое закончил. До скорой встречи. Ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков.